У меня еще один вопрос по поводу новых станций метро. Можете примерно назвать, на ближайшие лет 5 несколько станций, перечислить, которые строятся, и еще почему они в таком порядке строятся, именно приоритетность их? Да, ну вот следующий 11 год, по 11 год мы проговорили, 12 год это Новогиреево, Новокисино. Я скажу почему. Там, где были сделаны определенные, имеются заделы, да, они были определены, эти заделы реализуются в виде подготовленной проектной документации, хотя не все принимается, проводятся корректировки. Поэтому вот ближайшие станции, они в том числе, или сооружения, или продолжение тех или иных линий, они учитывают в том числе и это, да. Но и исходя из того, что это густонаселенные районы, требующие туда прихода метро, когда есть обоснование необходимости сооружений в эту сторону. Потому что даже наработанные проекты, но не отвечающие этим критериям, да, они были рассмотрены и отменены или перенесены на иное время. А таких проектов, наработанных, но сегодня не подтвержденных, и тоже было несколько. Да? Поэтому я назову 12 год, это от Новогиреева придет в Новокисино. Значит, от Новогиреева придет в Новокисино, и будет там создана станция Новокисино. Да? Это большой жилой микрорайон, где в 2012 году будет введен. Это от Митина до Пятницкого шоссе. Будет сделано в следующем году, значит, 2 километра линии, 1 станция, и там же будет организовано депо. Это на Замоскворецкой линии будет продолжено направление до Братеева, это тоже большой жилой микрорайон, и там будет организовано строительство депо. Участок это 2,9 километра. И будет в 2012 году организован второй выход на станции Марьина Роща. Значит, 8,5 километров, 4 станции, которые будут, так сказать, вот продолжены на действующих линиях. 2013 год. Это деловой центр Парк Победы. Будет введено в 2013 году, это 2,4 километра. Бутовская линия, улица Старока, ну это понятно, да, это вот продолжение и формирование Солнцевской линии, она крайне нужна для того, чтобы вот здесь создать новый радиус, разгружая как автомобильные магистрали, так и параллельно идущие линии метрополитена. Это вот один из важных критериев, да, который позволяет, я еще раз говорю, нам, чтобы разгрузить перегруженные линии, нам надо формировать пересадочные контуры и создавать идущие самостоятельные радиальные линии. Вот это позволит существенно разгрузить центр и те участки, где мы сегодня имеем превышение нашей провозной способности. Поэтому это все работает именно на эту задачу. Так же, как и вот продолжение Бутовской линии до улицы от Старокачаловской до Битцевского парка. Здесь, собственно, появится возможность объединения, ну или не объединения, а создать возможность для пересадки, значит, с Калужско-Рижской линии на, значит, Серпуховскую линию, да, и это позволит, ну, естественно, вот более
гибко обеспечить в этом регионе перевозку, разгружая или перераспределяя пассажиропотоки между этими двумя линиями, не заставляя пассажира добираться до центра или загружая иные транспортные пути. Это Выхино-Жулебино, 13-й год, будет здесь построено 2 станции. Это Лермонтовский проспект и Жулебино. Это позволит растянуть с Выхина тот пассажиропоток, который образуется в этих регионах. А он образуется и автобусами одномоментно привозится большая группа или большие группы пассажиров, плюс это возможность на Лермонтовском проспекте организовать дополнительную не на станции Выхина пересадку железнодорожного транспорта на метрополитен, тем самым разгрузить и без того перегруженную сегодня станцию Выхина. А эти вот дополнительные альтернативы позволят, значит, перераспределять пассажиропоток по другим станциям. Значит, на Арбатско-Покровской линии мы должны будем построить второй выход на станции Баумановская. Он крайне нужен, потому что существующий выход и техническое состояние метрополитенов требует в 2013 году провести их модернизацию. И второй выход вот в конце 2013 года, после введения этого выхода, будет закрываться на проведение модернизационных работ по эскалаторному хозяйству.